Приветик еще раз. Приветик всем. Добрый вечер. Что мы будем делать сегодня? Сегодня у нас, надеюсь, не вылечу. Я тоже надеюсь, что у нас вир не вылетит, все будет нормально. Сегодня у нас по плану расчеты рукавов. Я вам сегодня расскажу, как рассчитать ваш рукав с прибавками. Мы, в принципе, это уже делали при вязании платья, при вязании кардигана, вот, кстати, который на мне. Но в то же время у нас в нашем платье нынешнем тоже это все есть, поэтому, конечно же, я буду об этом всем сегодня рассказывать. Также расскажу вам, что делать, если вы, да, только начинаем, если вы хотите вязать ваш рукав сверху вниз, то есть начать набирать петли от вашей проймы и вязать сверху вниз рукав, чтобы потом его не пришивать к вашей пройме. Тоже остановлюсь на этом обязательно и думаю, что вы все поймете. Добрый вечер. Вау, какая красавица! Спасибо, Елена! Вяжу сейчас V-образный ворот и слушаю. Вот, вы можете совершенно спокойно продолжать сейчас вязать свое платье. Я уже начинаю путаться, что мы вяжем. Свое платье, слушать меня, а потом, если что, если будут вопросы, будете спрашивать. Воронежу привет, Оля. Добрый вечер. В принципе, ничего больше не хотела вам сказать вначале. Я думаю, что можно уже начинать делать расчеты рукава. Я думаю, что мы за час спокойно уложимся, потому что это не очень сложная тема и не очень длинная. Как быть, если рисунок на платье и на рукаве тоже? Если у вас рисунок на рукаве, вы делаете расчеты точно так же, как при вязании спереда. Помните, когда я рассказывала, что делать, если спереди рисунок? Вот все то же самое, поэтому я, повторяться не буду. Если у вас на рукаве такая же коса, предположим, как и спереди, то ее желательно, конечно, вязать и сам рукав вязать снизу вверх, чтобы у вас была одинаковая по внешнему виду коса. Либо ее можно, эту косу, перевернуть, как бы и вязать вверх ногами, тоже снизу вверх, то есть сверху вниз, если вы хотите, но вязать ее вверх ногами, чтобы она получилась так же, как и спереди. Но это уже такие нюансы, которые, ну вот, как я говорю, частные случаи, которые нужно, наверное, рассматривать каждый случай отдельно и с вами будем обсуждать, если что. Я буду рассказывать просто, как сделать расчеты на рукав просто лицевой гладью, как у меня рукав. Ну, а если у вас какой-то есть рисунок, то вы просто посмотрите мое видео о том, как делать расчеты, если у вас спереди узор, и все то же самое будет. Значит, я могу вязать снизу вверх, чтобы сохранить рисунок. Снизу вверх. Снизу вверх, в принципе, можно вязать абсолютно спокойно, потому что у вас рисунок будет точно такой же, как здесь. Вы же снизу вверх вяжете и эту часть. Вот если сверху вниз будете вязать рукав, тогда нужно рисунок будет перевернуть. Мы рукав как будем снизу вязать? Вот я только что говорила, я расскажу, как и снизу вверх рассчитать, и что делать, если вы хотите сверху вниз вязать. Расчеты будут все те же самые, абсолютно одинаковые, но просто там будут сверху вниз будут убавки, потому что рукав будет сужаться, а если вы снизу вверх вяжете, будут прибавки, а расчеты все такие же. Вот я еще, пока я тут у вас мелькаю, мое лицо мелькает. Как раз вот я сейчас в том кардигане, который мы вязали в предыдущем интенсиве. Я его наконец-то сегодня первый раз надела, потому что погода у нас уже не совсем приятная. И мне все понравилось. Я сфотографировалась, вам покажу, но там не так уж его хорошо видно, но все равно я его ношу, так что все нормально. Я тоже в деле с вами вместе, потому что, знаете, обычно вяжу, а потом говорю, я все довязала, покажу потом и не показываю. Вот как раз вы можете видеть, что все нормально. Так, точнее спрошу, ты как будешь вязать? Скорее всего, я буду вязать сверху вниз, просто потому, что я всегда вяжу снизу вверх, а тут я решила, что как-то, наверное, надо для разнообразия что-то поменять и связать сверху вниз, потому что платье мое, и я люблю, ну, делать эксперименты на вещах, которые принадлежат мне, потому что если что-то не получится, я никуда не спешу и всегда могу что-то исправить. А если на заказ, то я уже вяжу абсолютно проверенным способом, чтобы, не дай бог, ничего там не попортить.
Сашенька, добрый вечер. Наталья, добрый вечер. Ты сегодня какая-то необычно красивая. Спасибо большое. Я не знаю, в чем дело. Я тоже сегодня гуляла в своем кардигане первый раз. О, Оля, ну мы рядом с тобой живем, погода у нас одинаковая, так что да. Все, давайте я поменяю камеру и буду рассказывать вам про рукав. Потом лучше в конце поболтаем, если останется время. Расчеты не длинные, поэтому я думаю, мы быстро справимся. И сразу предупреждаю, если... Добрый вечер, у кого еще пропал звук? Хотя, если пропал звук, то вы меня не услышите. Если что-то там у нас случится с эфиром, просто выключайтесь, выходите, перезаходите, и я тоже буду, ну, следить за тем, чтобы вовремя переключить эфир. Сейчас меняю. Вот. Мой помятый листик. Вы знаете, у меня такая трагедия, у меня закончились листочки. И вот это последний. И дальше у меня есть только обратки. Вот видите, с одной стороны там что-то распечатанное. Вот, поэтому, наверное, буду на обратках вам показывать. Ну, пока вот этот вот листик помятенький, на нем покажу. Так. Сейчас, если что-то будет пропадать, говорите мне, я буду внимательно следить за вашими комментариями. Так, листочек я поверну сюда, потому что на ютубе камере удобнее так. Я подстраиваюсь под ютуб, потому что прямой эфир в инстаграме это мои ракушки. Ой, на ютубе камера вообще съехала. Потому что прямой эфир в инстаграме всего лишь сутки висит, а на ютубе запись будет, ну, как бы уже, можно сказать, бесконечное количество времени. Поэтому лучше, чтобы на ютубе было все в порядке. Так, сейчас я, наверное, еще... А, нет, телефон нужно наоборот. Вот так чуть-чуть повернуть. Так, вот. Все. Хорошо, вроде все сейчас будет видно. Ну что, давайте я потихоньку буду читать, что вы там пишете, если что-то произойдет. Эти я пока могу убрать. Так, беру я свою выкройку первым делом. То, что я рисовала еще в каком-то там, по-моему, в первом, да, нашем эфире. То, чем мы пользуемся в течение вязания всего нашего платья. И рисую свой рукав. Рукав у меня выглядит... Давайте я, как обычно. Рукав у меня выглядит вот так. У вас он будет выглядеть так же. Единственное, что может меняться, это резинка либо есть, либо нет. И рукав ваш может быть прямым. То есть, если прямой рукав, то там вообще легкотня, просто ширину рукава вычисляете и количество рядов по сантиметрам. Здесь же у меня будут прибавки, поэтому я вам сегодня об этом расскажу. И перерисовываю я из своей выкройки в свой рукав мерки, которыми я буду пользоваться. Саша, реквизиты на следующий интенсив те же? Да, реквизиты те же, но вы обязательно мне пишите, что я оплатила такую-то сумму, такого-то числа в такое-то время. Потому что если вы мне напишите: "Вы получили денежку", я не скажу, потому что бывает, приходят оплаты несколько одновременные, я не могу узнать, ваша, не ваша. Так, первое, что мне нужно, это, ширина рукава снизу. Ширина рукава снизу, вот она, 25. Давайте я красненьким запишу. У меня здесь она 25. Дальше, что мне нужно? Ширина рукава сверху. 19 она у меня, 19 плюс 19. Помните, потому что это... Так, что оно опять не фокусируется? Потому что это длина моей проймы, а пройма это рукав сложенный в 2 раза. То есть у меня получается 19 плюс 19, сверху 38. Это все вы можете посмотреть также в ваших мерках. Сейчас я покажу, где это вы можете найти. Вот мои мерки, помните, мы с вами их писали. И вот здесь есть обхват плеча, вот, 38, и длина проймы 19. Вот это число 38 мы переносим в наш рукав. Ой, девочки пишут про мои ногти. Совершенно необычный цвет. Помните, мы вчера с вами общались насчет цвета. Он вообще-то изумрудный, но вот на солнце, на улице он выглядит каким-то зелено-синим. Ну, очень интересный цвет. Короче, я теперь такая, пока похожу. Дальше, это 2 ширины, которые нам нужны. Спасибо большое за комплименты, девочки. Теперь смотрим на длину. Записываю общую длину рукава.
Ну, чтобы она у меня тут была 46,5. Вот она у меня, записываю 46,5. Дальше, что нам еще нужно? Нам нужна высота нашей резинки. Она у меня 8 сантиметров. Эту высоту вы определяете самостоятельно. Вот сколько хотите, столько и вяжете. Спасибо большое, девочки. У меня, например, эта высота резинки совпадает с высотой резинки снизу. У меня снизу 8 и на рукаве 8. На вырезе здесь я чуть-чуть поменьше 5 сделала. Вы можете здесь любую высоту резинки свою писать. Ну, многие уже это сделали, кстати, потому что я уже видела, что девочки поотмечали себе высоту. И вторая высота, которая нам нужна, это от резинки до конца рукава. Давайте я запишу, как это высчитывается. Стрелочку поставлю. 46,5, то есть общая длина рукава минус 8 сантиметров длина моей резинки. У меня получилось, давайте я проверю. 46,5 минус 8. У меня получилось 38,5. 38,5. Так. И здесь я записываю, где бы мне тут записать, вот так что ли, 38,5, то, что мне нужно будет. Вот, записала я все свои мерки, которые мне нужны для рукава, этот листочек уже не нужен. Так, ура, почти как я вчера предложила один из зеленых полос свитера. Да, Яна, я когда, когда мне красили этот цвет, я вспомнила как раз твои слова, серьезно. Я вспомнила, что ты мне говорила. Итак, сразу записываем здесь ширина, высота, плотность нашего вязания. У меня в 10 петлях 7,5 сантиметров, в 10 рядах 4,8 сантиметра. Смотрим по ширине. Нам нужно узнать две ширины. Ширина снизу 25 сантиметров, вот эту, и ширина сверху 38 сантиметров. Вот эту. В высоте что нам нужно узнать? Высоту нашей резиночки 8 сантиметров. Но я ее сейчас не буду высчитывать, потому что я ее уже с вами высчитывала. Когда мы делали расчеты нашего платья переда и спинки, вот у меня было 8 сантиметров, и вот резинку мы посчитали 16 рядов. Поэтому я просто перепишу сюда это значение, 16 рядов. И также мне нужно узнать вот эту 38,5 от резинки до конца своего рукава. Вот это мы сейчас будем узнавать. Ну, теперь считаю, запишу зеленым. 250 я делю на 7,5, у меня получается 33,3. Так, 33,3. Здесь можно записать либо 34, либо 32. Вот в моих, например, в моей шпаргалке написано 32. Давайте я перепишу 32, чтобы, ну, я со шпаргалки уже своей вправо-влево не уходила. Но помните, да, можно округлить как в 34, так и в 32. Здесь, в принципе, ближе 34. Но не столь важно, 2 петли, ладно уже. И здесь 380 я делю на 7,5. У меня получается 56. Я оставляю 50. Здесь я советую... я поняла, почему я сделала 32. Сейчас я вам расскажу. Потому что здесь это набирается на резинку. И здесь важно, чтобы это число... в это число помещался раппорт моей резинки. У меня резинка 2 на 2, поэтому мне важно, чтобы это число делилось на 4. Вот 32 на 4 делится, у меня получается 8, а 34 на 4 делится с остатком 8,5. Поэтому я записала здесь 32. Это моя резинка. Смотрите обязательно свой раппорт. Если у вас резинка 1 на 1, тогда можно сделать просто число четное. Вот 32 подходит. Если резинка 2 на 2, значит здесь должно быть значение, которое делится на 4 без остатка. И считаем теперь здесь 38,5 я умножаю на 10 и делю на 4,8. У меня получается 82. Я записываю 80, естественно. Здесь должно быть четное число. Помните, чтобы мы закончили наш рукав изнаночным рядом и в лицевом его закрыли. Поэтому я тут напишу на всякий случай, что четное число должно быть. Так, это мы все посчитали. Теперь нам нужно посчитать, сколько нам петель нужно прибавить от резинки до самой широкой
части рукава. Я беру вот эти два значения, 50 сантиметров у меня рукав, ой, 50 петель у меня сверху, 32 петли у меня снизу. Вот от большего я отнимаю меньшее. 50 минус 32 получается, давайте я проверю все-таки, минус 32 получается 18. Я записываю 18. То есть 18 петель нам нужно прибавить с двух сторон. Думаю, дальше вы знаете, что мы делаем. Мы 18 делим на 2, получаю я 9. 9 петель прибавить с одной стороны. Что это значит? 9 петель мы прибавляем здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 9 здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот всего у нас будет плюс 18 петель, и мы сверху получим 38. Теперь нам нужно взять количество наших рядов. Вот у нас 80 рядов. Мы должны убавить 9 раз за 80 рядов. Свои ряды 80 я делю на 9, на количество прибавок. Я все время говорю убавки. Здесь у нас прибавки. 80 делю на 9. 80 на 9 получаю 8,8. Что это значит? Это значит, что примерно в каждом 9 ряду, я округлила, нужно прибавить 2 петли. Сразу что я делаю? Помните, я рисую в своей таблице только лицевые ряды. Мне так удобно, я связала туда-назад, отметила в таблице. Добрый вечер, Неля. Сейчас оно сфокусируется. Поэтому я здесь в скобочках могу написать. Ну, давай, фокусируйся. Вот, отлично. В скобочках здесь могу написать в каждом 9 ряду, либо примерно в каждом, ну, я здесь у себя записала 4 лицевом ряду. Примерно в каждом 4 лицевом ряду, вот, 4. Можно написать в каждом 5, но лучше в сторону уменьшения. Почему? Потому что после резинки нужно провязать какое-то расстояние прямо вверх, без прибавок. И перед нашей самой широкой частью рукава тоже какое-то количество рядов связать без прибавок. Тогда будет более гармонично смотреться. Давайте теперь напишем план работы вязания нашего рукава. Первое, что мы делаем? Набрать, помните, как обычно я пишу? Набрать вот это количество петель, 32 петли плюс 2 кромочные, всего 34 петли. Набрали. Второе, что мы делаем? Вяжем резинку. Резинка 2 на 2. Сколько рядов? 8 сантиметров, 16 рядов. Я сразу рисую, либо давайте в скобочках запишу 16 рядов, либо 8, да, 8 лицевых рядов. Сразу рисую, ой, подождите, да, все правильно, 8. Сразу рисую свою табличку 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Каждый туда-назад ряд я буду отмечать. Ой, зависла. Ай, зависла. Сейчас я постараюсь переподключиться и рассказать дальше. Сейчас расскажу дальше. На ютубе, как всегда, девочки подождут. И третий наш этап. Секундочку, ждем, пока девочки подключатся. Подключаются. Все нормально теперь, все. Мы зависли, походу, немножко. Я записала второй этап. Резинка 2 на 2, 16 рядов, либо 8 лицевых. Нарисовала 8 клеточек. Одна клеточка равна лицевой плюс изнаночный ряд, туда-назад. Дальше, третий пункт, который мы делаем. Мы вяжем лицевую гладь. Ну, у меня это лицевая гладь. Сколько рядов? Давайте посмотрим. Вот, 80 рядов. Лицевая гладь 80 рядов. В скобочках я могу написать 40 лицевых рядов. Так, нормально, да? Все пока идет. В скобочках 40 лицевых рядов. И нарисую свою табличку. 40 лицевых рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Раз, два, три, четыре. Вот мои лицевые ряды. Сейчас я почитаю ваши вопросы. Саша, разница между запястьем и шириной рукава у проймы в 24 сантиметра. Это очень много. 24 сантиметра. Ну, то есть это получается по 12 с каждой стороны. Мне кажется, многовато. Хотя, может быть вообще любой рукав. Но так, если просто так сразу подумать, представить, то, наверное, многовато. Сашек, ты будешь набирать петли на рукав по бокам платья или отдельно, а потом его пришивать? Я буду набирать. Просто для интереса, потому что, ну, как бы для разнообразия, потому что я обычно так не вяжу. Саша, расскажи, пожалуйста, про прямой рукав, как он смотрится в изделии. Прямой рукав, здесь на запястье, он вот не вот так, как у меня сейчас, а он широкий, вот такой. И прямой рукав широкий, ну, смотрится хорошо, когда само изделие тоже широкое. То есть красиво, когда само платье имеет достаточно большое количество прибавок на свободное облегание и широкий рукав. Тогда все вместе смотрится гармонично. Если платье узкое и рукав широкий, то он прикольно смотрится вот так, 3/4, небольшой. Тоже хорошо будет. Либо какой-то типа летучей мыши что-то. Ну, то есть это дело вкуса. Я не могу сказать, хорошо это или плохо. Саша, ты хотела сверху вниз вязать, то есть у тебя будут не прибавки, а убавки. Да, все то же самое, только убавки. Вот мы делаем все то же самое, только мы набираем вот здесь, вот я вам чуть позже сейчас покажу. Не 25 сантиметров, а 38, то есть здесь 50 петель и вяжем по этой схеме, только с убавками, как бы снизу вверх, да, сначала лицевую гладь, а потом резинку. И закрываем. Привет, Неля. Так, если я буду вязать рукав снизу вверх, мне нужно его потом просто отдельно уже на готовое изделие пришивать. Да, конечно, да. Ну что, нарисовала я свои 40 лицевых рядов, и здесь запишу, что мне здесь нужно сделать. У меня 9 прибавок, 9 прибавок в каждом четвертом ряду. Вот, я отсюда это взяла. 9 петель прибавить, 9 прибавок в каждом четвертом ряду. Здесь я буду ставить точки. Помните, я вам говорила, что сразу после резинки мы петли не прибавляем. Я пропускаю какое-то количество рядов. Либо вот здесь можно сразу во втором лицевом ряду прибавлять, ну то есть всего в третьем. Провязываем лицевой изнаночный, и в следующем лицевом прибавку делаем. Либо еще чуть позже. Я чуть позже сделаю, потому что у меня здесь по сути не в каждом четвертом, а в каждом 4,5, да, поэтому я чуть позже еще здесь сделаю прибавку, поставлю точку. И теперь от этой точки буду отсчитывать 4 клеточки. Раз, два, три, 4, 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 раз, два, три, 4. Сейчас посчитаю, мне нужно всего 9 точек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И вот мне еще осталось последнюю 9. Вот так. То есть я сделала последнюю прибавку, и здесь я еще вяжу 10 рядов туда-назад до самой широкой части. Это правильно, это хорошо. Если у вас получится прибавка здесь в конце, в последней клеточке, это плохо, потому что, по сути, ваш рукав будет не 38 сантиметров, а чуть уже, потому что последняя прибавка в последнем ряду вам ничего не даст. Это, ну, будет нецелесообразно, как я говорю. Первая прибавка должна быть после резинки через какое-то количество рядов, и последняя тоже еще после последней какое-то количество рядов мы должны провязать просто прямо вверх. Тогда будет хороший рукав. Начинаем мы вязать вот отсюда, слева направо, снизу вверх. Все, это я все посчитала, свой рукав, в смысле мой рукав готов, я его посчитала. Что мы делаем? Давайте я возьму вот эту вот другой листочек. На ютубе не видно, кстати, что он подпорченный, не просвечивает. Давайте возьму следующий листочек и расскажу, что делать, если мы вяжем сверху вниз. Ну тут давайте я что ли запишу, что это снизу вверх. Снизу вверх, да, верно. Снизу вверх. Первый наш случай. Потом я просто сфотографирую это, и вам будет понятно. А второй наш случай, если мы вяжем сверху вниз. Я не буду рассказывать про убавки,
потому что расчеты все те же, что и здесь, что и в предыдущем случае. Здесь лишь я расскажу, как набирать петли. Сейчас я спрошу, ой, почитаю ваши вопросы. Резинка, наверное, присборит рукав снизу. Обязательно, конечно, резинка всегда немножко присобирает рукав. И вообще все. Перед тем, как начать набирать рукав, нужно сшить плечи, а перед тем, как сшить плечи, нужно же ВТО. Я не буду, вот сейчас, в данном интенсиве, я не буду сшивать плечи, просто потому, что я не хочу перепрыгивать с одного вопроса на другой. Это будет неправильно, но когда мы завтра с вами начнем вязать рукав, я объясню. Сначала, да, нам нужно сшить плечи. В принципе, ВТО можно не делать, потому что у нас там не будет шва. У нас там тоже будет, ну, имитация лицевого ряда. ВТО можно не делать. После того, как мы плечи сошьем, нужно будет набрать петли на рукав, связать рукав, потом сделать ВТО, и потом можно, или, в принципе, сначала можно обвязать горловину, потому что она там тоже от ВТО не зависит, а потом в конце уже делать ВТО вместе с горловиной, а потом сшивать рукав и спинку спередом, если они у вас не по кругу вяжутся. Ну, мне кажется, что лучше, вот рукав объяснила, связать рукав, а сшивание буду потом вам рассказывать, то есть мы, наверное, будем потом дырочку просто сшивать. Ну и как бы в процессе вязания этого всего платья, наверное, вы поймете порядок. Хотя, может быть, мы завтра сошьем. В принципе, можно и завтра сшить плечо. Я вот сейчас так подумала, давайте, наверное, завтра сошьем, потому что, ну, вязание рукава там ничего сложного нет. Мы можем сшить плечо, и я вам покажу, как я петли набрала, и чуть-чуть провязать рукав. Так будет, наверное, лучше, да? Посоветуйте, девочки. У меня разница между верхом и низом 35 петель. Надо, чтобы делилось на 2, то есть мне подогнать к 34. Да, либо 34, либо 36. Да. Есть разница, если рукав будет завершен просто закрытием петель, в отличие от наборного ряда. То есть манжет где будет лучше держать? Оля, смотрите, если у вас снизу платье, и вообще все девочки, слушайте, если у вас снизу платье итальянский набор, и вы резинкой вяжете итальянским набором, начинаете ее вязать, то рукав тоже лучше вязать снизу вверх, потому что у вас будет край изделия и снизу, и на рукаве одинаковый, это будет более красиво. Может, послушала сине-серое платье, рукав снизу вверх? Да, снизу вверх. Так, Саша, наберешь петли рукава в эфире? Наберу, да. Саша пересчитала, к обхвату запястья прибавила 10, тогда внизу 26, а сверху 44. То есть разница в 18 сантиметров. С каждой стороны 9 прибавить нужно. Так нормально или все равно много? Света, нормально, сейчас да. Так, лучше завтра сшить, а в выходные можно рукав. Хорошо, завтра сшиваем. Ну, мы сошьем только плечо. Плечо. Саша, от ВТО зависит сшивание швов. Сшиваем мы после ВТО. Именно вот когда мы берем иглу и ниточку и сшиваем, это всегда после ВТО. Тоже про это расскажу уже, когда мы ВТО будем делать. Давайте сейчас рукав. Так, вот я думаю, что сначала все свяжем, а потом ВТО, а то по такой холодине 3 дня будет сохнуть. Оля, хорошо. Хорошо. Ну, в общем, давайте с этим разберемся завтра. Сейчас я расскажу, что делать, если у нас рукав сверху вниз. Я просто нарисую наш свитерок. Ой, свитерок. Чё я все время говорю свитерок? Нарисую наше платье. Вот, вы понимаете, да, это наш вырез, это плечо. И рукав у нас вот так идет. И вязать мы его будем сверху вниз, вот так, от плеча. Я опять же беру, хотя мне можно уже не брать свою выкройку, я думаю, что вы помните, сколько у меня там чего. Вот здесь у меня 19 сантиметров. Давайте я запишу все-таки. 19, 38,5 мы с вами уже посчитали до резинки, и резинка 8 сантиметров. Здесь 8, здесь 38,5. Ширина снизу рукава у меня 25. Вот здесь вот эти мерки нам нужны, больше нам тут ничего не нужно. Я имею в виду при расчете набора петель. Сейчас мы будем считать, сколько, как здесь вот эту часть, как набирать здесь петли, потому что все убавки-прибавки я уже объяснила. Давайте я еще раз запишу ширину, высоту.
Так, ширина, высота. Еще раз запишу все наши значения. Это моя плотность, 10 петель 7,5 сантиметров, 10 рядов 4,8 сантиметра. Ну, чтобы у нас все было как бы в одном месте. Так, в ширине мы посчитали 25 сантиметров в начале, это 32 петли, и 38 сантиметров сверху, это 50 петель. Здесь 8 сантиметров наша резинка, 16 рядов, и 38,5 сантиметров, это 80 рядов. И здесь еще, которая нам нужна мерка, это вот длина нашей проймы 19 сантиметров. Почему я считаю ее в рядах? Здесь же у нас как бы получается верх рукава вроде как ширина, но нам именно мерка нужна в рядах 19 сантиметров. Почему? Потому что мы сейчас смотрим вот на эту часть, на перед и спинку. Мы вяжем перед и спинку снизу вверх, и, естественно, 19 сантиметров будут занимать какое-то количество рядов. Вот нам нужно узнать это количество. Те девочки, которые вязали свое платье по кругу, вы уже это давно посчитали, но вот у меня этого нет, потому что я вяжу деталями. Я 190 делю на 4,8, у меня получается 39,5. Округляю до 40, записываю 40 рядов, моя пройма. Так, что я теперь дальше делаю? Так. Сашенька, крючком вы не вяжете? Я вяжу крючком, но как бы я умею вязать крючком. Плохо, не уверена, но умею. Схемы понимаю, связать все смогу, что хочу, что захочу. Но вот сама лично на продажу не вяжу крючком, и уроки, естественно, по крючку я не делаю. Ой, нам отопление дали, Эльвира, поздравляю, классно. Правда, классно, потому что даже сегодня заметила я, какая холодина у нас. Так, что мы делаем дальше? Дело в том, смотрите, для чего я это все считаю. У нас сверху рукава, вот 38 сантиметров, 50 петель. Сверху рукава 50 петель, а высота нашей проймы 40 рядов. Ну, вы должны понимать, что 40 с одной стороны и 40 с другой, то есть всего 80 рядов. И вот в эти 80 рядов нам нужно набрать 50 петель. Если мы будем набирать в каждую кромочную, давайте я, наверное, здесь запишу, что 40 рядов это 20 кромочных петель. Вы же понимаете, да, что у нас одна кромочная равно 2 ряда. Это 20 кромочных петель по краю. Но у нас всего 2 проймы. Одна пройма от переда, другая от спинки. 2 проймы, следовательно, у нас 40 кромочных петель. Вот в 40 кромочных петель, вы можете это не записывать, это совпадает с вот этой цифрой. Вот в 40 кромочных петель нам нужно набрать 50 петель. Давайте я это запишу. Из 40 кромочных петель нужно набрать 50 петель. Вот я взяла 50 и 40. И если вы понимаете, что если мы будем набирать по одной петле из каждой кромочной, то у нас 50 не получится, у нас получится ровно 40. Ну вот давайте я возьму, что ли, свою пройму одну. Вот смотрите, изнаночная сторона. Вот наши галочки, это наши кромочные петли. Вот если мы в каждую, у нас всего их 40 в пройме. Если мы в каждую кромочную петлю будем набирать одну лицевую, то у нас получится ровно 40, а нам нужно 50. И теперь я буду считать, что же, как при вязании планки, помните, мы считали, что же нужно сделать, чтобы из 40 набрать 50. Я от 50 отнимаю 40, то есть от большего отнимаю меньшее, получаю 10. Количество кромочных, вот у меня 40, количество кромочных я делю на 10, получаю 4. Что это значит? Что из каждой четвертой кромочной петли мне нужно набрать
Не одну петлю, а 2. Набрать 2 петли. Когда вы будете делать свои расчеты, вы просто будете повторять за мной, записывая свои значения, и вы поймете вообще, что мы делаем. Здесь все легко. Нам нужно узнать, сколько у нас лишних петель. У вас может получиться так, что эти числа равны, либо кромочных будет больше, чем тех петель, которые нужно набрать. Например, кромочных будет 50, а набрать нужно 40. Мы все равно от большей отнимаем меньше и получаем то число петель, из которого мы должны будем, то есть сколько всего петель мы должны будем набрать по 2 раза, либо наоборот, сколько петель кромочных мы должны пропустить. Я это все также объясняла, когда мы вязали кардиган, не свитер, кардиган регланом. У всех девочек это получилось, все это поняли, я здесь еще раз это объясняю. Вот у нас рукав 50 петель, давайте я нарисую. Ну вот наши петли, это наши кромочные петли, наша косичка, помните, вот которую я вам показывала только что. Вот я ее развернула, вот наша косичка, и я ее нарисовала, наши кромочные петли. Вот здесь у нас как раз снизу получается спинка и вперед. А здесь у нас дальше будет идти рукав. Вот спинку и вперед мы вязали вот так снизу вверх, а рукав мы будем вязать сверху вниз, вот как раз от этой спинки, вот так. То есть, как бы вам это объяснить? Ну вот тут идет дальше вырез, понимаете, да, это вырез идет. А здесь у нас будет набираться рукав наш. И вот как раз эти петли, в которые мы будем набирать наши 50 петель. И вот у меня из каждой четвертой кромочной мне нужно набрать 2 петли. Что я делаю? Я как раз рисую. Здесь я одну петлю набираю, здесь одну, а здесь уже набираю 2 из этой. Здесь снова одну из каждой четвертой, а здесь снова 2. Здесь снова по одной и здесь снова 2. И так набираю вот как раз ровно 50 петель. Завтра я вам покажу, как это все я делаю. Самое главное понять этот принцип. Ну и, конечно же, когда мы начинаем вязать рукав, мы рассчитываем обязательно, здесь у нас прибавки, мы рассчитываем убавки, тоже рисуем такую табличку и будем вязать. Так, дырки не будут, если кромочные пропускать. Кромочные пропускаться будут в том случае, если у вас, ну, может такое быть, если у вас очень тоненькие петли, в смысле тоненькие спицы, тоненькие ниточки и петельки маленькие. Тогда может быть такое, но в принципе разница небольшая бывает, и как раз таки разница бывает наоборот в сторону увеличения количества петель, а не кромочных. То есть наоборот нужно будет, ну, из какой-то петли 2 вязать. А вот если вы совсем меленько вяжете, может быть такое, что петель меньше, и тогда, если будете пропускать, то заметно не будет, потому что плотненько и тоненько. Так, у меня разница 54 петли, 70 кромочных. То есть 70 делим на 54, 1,3. Это как набирать? В каждом одном ряду? Ну, получается, не в каждом одном ряду. Тут, скорее всего, будет через ряд. Но, Свет, лучше вот себе такую штучку нарисовать и поотмечать. Прям не ленись, можешь даже 70 себе вот этих штучек нарисовать и отметить, чтобы у тебя было вот таких двойных ровно 70 минус 54. Так, давайте я поменяю камеру, и мы как раз пообщаемся. У нас еще есть 20 минут. Пообщаемся на эту тему, я постараюсь ответить на ваши вопросы. На самом деле, когда вы это все рассчитаете... Так. Когда вы это все рассчитаете, вы можете себе вот так же, как я, нарисовать. Меняйся. Вот, поменялось. Вы можете себе нарисовать вот так, чтобы было понятно, вот эту вот линеечку. И можете прям свое количество петель рисовать. Вот у вас 70, 70 и рисуете. Если вы понимаете, что, ну, число у вас какое-то такое непонятное, 1,3, в какую сторону это все. Ну, то есть это только практика. Эти же расчеты по кромочным нужно для вшивания рукава, связанного снизу вверх. Когда вяжете рукав снизу вверх, вы тоже должны знать, естественно, вы их будете знать
потому что вам нужно будет их отметить. Я это тоже на практике все покажу. Количество рядов вот здесь, вот высота вашей проймы, вот у меня 50, нет, подождите, у меня 40 рядов. 40 рядов высота вашей проймы. И, конечно же, когда вы свяжете рукав, вы будете знать сверху количество петель. И тоже, ну, это можно высчитать, кстати. Но я в основном не высчитываю, я просто примерно знаю, что если у меня петель больше, чем кромочных, то значит мне нужно не в каждую кромочную сшивать, а примерно через какое-то количество. Ну, вот тоже я прикидываю. Вот так подробно я не расписываю, но если хотите, можете расписать, это вам только поможет. Так, разница 26 петель. Это много? Думаю, что немного. Знаете, от чего зависит? Еще зависит от того, насколько у вас разница в плотности между шириной и высотой. Потому что у меня, ну вот получается 7,5 сантиметров, 10 петель и 10 рядов, 4,8, почти 5. То есть у меня не в 2 раза, у меня чуть-чуть вот меньше. Это тоже зависит чисто от вашей плотности вязания. Те, кто в интенсиве, девочки, скидывайте мне свои расчеты, будем смотреть вместе, что там у нас получается. Если у вас прям совсем большая разница, и вы не уверены в том, что это правильно, вы можете увеличить вашу пройму. То есть вы можете не 19 сантиметров, да, предположим, как у меня, а 20. В принципе, я сама могу подумать, потому что если вы вяжете отдельными двумя частями, вы пройму, решаете длину проймы, вот уже можете в конце определить, какая она у вас будет. Если вам не нравится, что у вас такая большая разница, просто увеличивайте длину вашей проймы, если вам это подходит. Если вам не подходит увеличение длины проймы, уменьшайте ширину рукава. Это все, понимаете, вы сделали расчеты, после того, как вы сделали расчеты, вы сделали выводы. Нормально все у вас выглядит, можно ли так вязать, или какие-то у вас есть сомнения насчет того, что получится не очень хорошо. Тогда, значит, вы подстраиваете свои размеры платья под расчеты, чтобы все было аккуратно. То есть, понимаете, я все время говорю: "Понимаете, понимаете". То есть суть в том, что, вы не тупо следуете тому, что получилось, а вы стараетесь немножко, пододвинуть, может быть, в какую-то сторону какую-то вашу деталь, чтобы она выглядела лучше. Включаете голову, как я говорю, и думаете, как в вашем случае сделать лучше, красивее. Если разные узоры, то есть ширину рукава я рассчитала, количество петель по узору соты, а длину проймы в рядах по лицевой глади, ведь спинка и вперед связаны лицевой гладью. Так, сейчас я подумаю. Но здесь я, честно говоря, не знаю, вот так вот сразу не могу подумать, как это все правильно рассчитать. Да, если соты, ну, Свет, смотри, соты ты тоже там у тебя лицевые все петли, то есть сверху количество петель в сотах, чисто самих вот последних закрытия, когда ты закрываешь свой узор, оно будет по ширине примерно такое же, как в лицевой глади, потому что у тебя они немножко как бы раскроются, эти соты, и лицевая гладь, это она у тебя, то есть не лицевая гладь, а закрытие из лицевых петель, оно у тебя будет по ширине примерно совпадать с шириной лицевой глади. Если у тебя слишком плотный узор на рукавах, предположим, рукав связан каким-то слишком плотным узором, который съедает много пряжи, у которого плотность такая, знаете, много петель, а сантиметров мало, тогда тоже нужно это все сравнить плотность, ширину, высоту лицевой глади, да, которой ты вяжешь, там, например, спинку вперед, и ширину, высоту твоего рукава, и прикинуть, насколько больше плотность у лицевой глади, либо насколько меньше у твоего узора. И тоже примерно понять, может быть, там как раз примерно в 2 раза будет. Тогда ты будешь через петлю цеплять свои соты. Не в каждую петлю будешь как бы это правильно сказать? Я вот так все сумбурно говорю, я все это в голове представляю, я бы это все сделала, но как это все рассказать вот так вот, чтобы было понятно? Ну и думаю, ты понимаешь, что нужно обращать внимание на плотность. И, когда начинаешь, если ты будешь вязать сверху вниз рукав, когда ты начинаешь вязать свои соты, то все равно, нужно набирать таким же образом, как я показала, в смысле делать расчеты. Потом у тебя просто немножко эти соты присоберутся. Возможно, тебе не
нужно будет делать тогда убавки в рукаве сразу, то есть ты должна провязать вот примерно столько сот, оно у тебя естественным образом полотно сузится за счет того, что узор более плотный, а потом можешь дальше делать убавки, если они у тебя там будут. Саша, как рассчитать узор посередине рукава? То есть рисунок должен поместиться в самом узком месте, чтобы он не исказился. Да, верно. Вот тут возле резинки вы считаете ширину вашего узора, считаете в сантиметрах. Вы знаете, сколько сантиметров, измеряете ваш узор. Из ширины вашего рукава 25 сантиметров вы читаете ширину вашего узора, у вас остается какое-то количество петель для лицевой глади, предположим, да, если у вас или изнаночной глади. Точно так же вверху 38 сантиметров ваш рукав, вычитываете ширину вашего узора, у вас получается какое-то количество сантиметров для основного узора. И вы можете посчитать разницу между верхом и низом вашего именно основного узора, потому что ваш узор, такой вот узор посередине, который, он никак не может не убавляться, не расширяться, потому что, ну, в том его и суть, что он идет четко посередине. То же самое, что я рассказывала, когда мы вот делали расчеты, если узор у нас спереди. Сначала в сантиметрах высчитываем, потом переводим в петли. Вот, например, у меня здесь 29 петель получилось, а предположим, снизу у меня здесь, ну, если это рукав, да, снизу у меня на основной узор, предположим, там 20 петель. То есть вы очень четко высчитали, что вам нужно 9 петель с одной стороны и 9 с другой, 29 минус 20. Если вопросы будут, кто, девочки, в интенсиве участвуете, скидывайте мне, будем решать. Какая разница, если рукав связан сверху или снизу? По какому принципу выбирается, откуда вязать рукав? Эльвира, для меня никакой разницы нет. То есть по внешнему виду вообще без разницы. Единственный момент, что многие девочки не любят сшивать. И стараются сделать в изделии как можно меньше швов. Поэтому очень удобно вязать сверху вниз, это -1 шов. Ну и плюс в готовом изделии тоже не так будет это все заметно. Здесь может быть шов немножко грубоват, да, например. Если вязать снизу вверх, мне, например, я всегда вяжу снизу вверх, мне всегда больше так нравится. Я люблю вязать деталями, а потом сшивать. На результат, конечно, это не повлияет, я имею в виду сам рукав. То есть разница чисто вот в этом вот месте, в месте шва. Саша, на мой вопрос ответила уже, если получилось 1,3, ответила, да. Это как? В каждом первом или через один набирать 2 петли из одной кромочной? Света, я ответила очень подробно, ну как смогла. Советую, еще раз повторюсь, советую тебе нарисовать вот количество твое всех петель, 70, сколько у тебя их там, такими галочками, и поотмечать. Я бы все-таки набирала либо в каждом втором ряду, либо в каждом ряду. Ну вот, чередуя, в каждый второй, каждый второй, каждый. И четко посмотрела, чтобы у меня все поместилось равномерно в мое общее количество кромочных петель. Вот этими галочками бы прямо и нарисовала, может быть, даже их 70 штук или сколько у тебя их там. Можно в начале, в конце, например, не делать двойные вот эти прибавки, но чтобы главное, чтобы равномерно они шли. То есть в каждом втором, дальше в каждом втором, в каждом. Вот так вот примерно. Как правильно делать? Сначала пришить рукав и потом сшить рукав и бок или наоборот? Сшить рукав, пришить к пройме и потом сшить бок. Вверх же мы сначала сшиваем или я что-то путаю? Заранее спасибо. Давайте я, наверное, нарисую, чтобы было понятно, потому что я понимаю, что это может быть на словах очень сложно сообразить, что зачем. Сейчас, вот у нас тут был рабочий листочек, сейчас я нарисую и вам покажу порядок сшивания. Так, читаю дальше, пока рисую. Нарисую, вам покажу. Саша, в каком случае шов при пришиве рукава смотрится красивее? В первом случае или во втором? Я не знаю насчет красивее, потому что можно сшивать красиво, и когда вы вяжете снизу вверх, и там будет все идеально. Но смысл в том, что когда вы вяжете сверху вниз, как бы в принципе шва нет.
и вам не нужно будет потом ничего сшивать. То есть 100% у вас проблем потом с вшиванием рукава не будет. То есть, по сути, сверху вниз проще как бы, да, и 100% будет хороший результат. Вот так можно сказать. Так, сейчас я показываю вам порядок. Главное сейчас не запутаться. Это первое, это второе, это третье, это четвертое. Вот так это идет. Сейчас я нарисую. Так, первая вот эта часть, вторая вот эта, а третья, четвертая идет вот так. Ну вот, буду показывать. Ну, в прямом эфире в зеркальном отражении на ютубе видно. Сначала сшиваем плечо сверху, затем сшиваем рукав номер 2. Потом мы от рукава идем по рукаву, сшиваем рукав, доходим до подмышки и спускаемся вниз до края платья. Вот это третий и четвертый шаг. Я сфотографирую, вам потом пришлю. Так, это я прочитала. Сашуль, когда набираем сверху, кромочные не учитывать или все же добавить их в расчеты? Так, когда набираем сверху, да, кромочные обязательно мы добавляем. Да, кстати, то есть нам по сути не 50 нужно добрать, а 52. Но я вообще-то всегда, вот это я, конечно, не сказала. Если я вяжу сверху вниз, но это бывает очень редко, но я вязала так. Вот если я вяжу сверху вниз, то я кромочные набираю, как бы не учитывая их в расчетах, а я в последнюю вот эту петлю, в последнюю кромочную петлю, в последнюю первую, то есть в две крайние петли нашего рукава я набираю 2. То есть одна у меня будет входить вот в эти 50 петель, а вторая будет моей кромочной. То есть вот здесь, вот здесь в начале и в самом конце я сразу набираю 2 петли. Одна у меня будет кромочная, одна у меня будет рабочая. Ну, чтобы она мне точно не мешала, чтобы она там на мою ширину рукава не влияла. Вот так. Так, рукав и бок вместе, спасибо. Да, мы будем сшивать, я покажу. И, кстати, кто начинает вязать рукав, потому что вы сейчас делаете расчеты, и вы начнете его вязать. Обязательно на рукав, когда вы будете набирать петли для рукава, обязательно, я вас очень прошу, оставляйте минимум метр нитки. То есть, когда вы набираете петли на рукав, помимо того, что вы вот отматываете количество какой-то нитки для набора петель, и помимо этого вы еще плюс метра полтора просто оставляете. То есть вы, когда наберете петли на рукав, у вас будет снизу еще метра полтора нитки болтаться. Этой ниткой как раз мы потом будем сшивать вот этот рукав и переходить вниз до низа платья. Тогда у вас будет минус 2 узла и минус 2 лишние ниточки, минус 2 лишних конца. Ну, то есть это вот прям обязательно вам советую сделать, тогда потом при сшивании вы увидите, насколько вам будет легко. Вы сразу с рукава, это у вас нитка будет уже готовая для сшивания, вы начнете сшивать. Так, для меня лично проблема в вязании рукава сверху — это закрытие резинки эластичным способом. Ну, я закрываю вот самым обычным, почему-то, я не знаю, я вот какая-то такая, наверное, нудная вязальщица, что я не пользуюсь каким-то эластичным закрытием петель, потому что я всегда закрываю, я показывала уже вам много раз, как я закрываю петли, почему-то всегда закрываю этим способом, и всегда низ получается очень эластичный. И я ни иглой не закрываю, ни какими-то сложными всякими способами. Вот просто провязываю, у меня если резинка 1 на 1, провязываю лицевую, провязываю изнаночную и одну в другую вставляю. Тогда получается очень красивый край, и он нормально тянется. Я как бы проблем с ним не имею. Показывать я, наверное, показать все-таки, наверное, не покажу. Но я показывала это, когда мы вязали регланом свитер. У нас еще не было интенсива, но мы вязали в прямых эфирах вместе. Вот можете посмотреть, Наталья, там есть у меня видео, когда я заканчивала вязать рукав, я показывала, как я закрываю петли. Так, нельзя рукав без шва вязать? Можно.
Можете вязать рукава без шва, конечно, можете вязать по кругу, тогда у вас не будет кромочных, тогда учтите, что ваши убавки можно делать по одной петле в ряду, не по 2, а по одной, то есть при расчетах, помните, я вот тут 18 делила на 2, получилось 9. Вы можете брать 18 и прям, вот я вам показывала вот так, и прям прибавлять таким способом, то есть выбрать какую-то центральную петлю, тогда у вас будет нечетное, значит, количество. И делать прибавки вот так вот с двух сторон. 18 раз можете так прибавить. Можно прибавлять сразу 2 петли в одном ряду круговом, можно их прибавлять рядышком вместе, можно точно так же одну выбрать центральную, делать прибавку одну с одной стороны этой петли, другую с другой. Но это я тоже все уже показывала, то есть там были убавки, но это то же самое показывала при вязании свитера регланом, поэтому как-то вот стараюсь не повторяться сильно, чтобы не было одно и то же, потому что те девочки, которые смотрят мои эфиры, они уже, наверное, наизусть это все выучили, им не интересно. Так, я вот вяжу без шва второй раз. Можно вязать рукав без шва. Точно так же снизу вверх вы можете вязать спокойно. Мне тут сообщение прислали, я попыталась прочитать. Спокойно можете снизу вверх вязать без швов. Я люблю со швами, я обожаю сшивать, и для меня это очень приятный процесс потом после всего вязания. К тому же я точно уверена, что шов у меня будет держать полотно, и у меня ничего не растянется. Так, Саша, если я делаю узор на рукаве и вяжу его сверху, как ты, то я набираю петли и сразу в следующем ряду делаю узор. Да, верно. Но узор тогда лучше перевернуть. То есть, если это коса, которая спереди идет, ну вот, как бы вовнутрь закручивается, то вам нужно точно так же эту косу вязать, чтобы она у вас снизу вверх смотрелась как закрученная вовнутрь. Ну, то есть, нужно подумать, переворачивать узор или он уже и так будет одинаково смотреться. Так, у нас убавки и будут, и можно 3 вместе убавлять. Ну да, Оксана, точно. Верно, верно. Если вы вяжете рукав сверху вниз, то будут убавки, и по кругу можно убавлять 3 петли. Верно, все. Это я уже запуталась. Вы все и так понимаете. Вообще, кстати, еще хотела сказать, вот у нас еще 5 минут есть, и будет ровно час. Хотела сказать, что очень я рада тому, что я рассказывала расчеты выреза, V-образного, круглого. И вот мне девочки сейчас стали скидывать в интенсиве расчеты свои. Я так довольна, серьезно. По-моему, не было ни одного человека, который бы сделал какую-то ошибку, который бы что-то не понял. Вы все скидываете мне очень красивые вырезы. Я еще надеюсь, что вы их свяжете, они у вас красивые получатся. Но по расчетам вот все отлично. Для меня, честно говоря, это была очень сложная тема. Ну вот, как ее подать. И я перед эфиром очень переживала и вообще думала, что я там запутаюсь и будет что-то не то, потому что бывает начинаешь заговариваться и не можешь объяснить нормальным языком, говоришь 100 слов, когда можно одним словом объяснить. Но мне так вы порадовали, что вы связали, ой, не связали, рассчитали все круто, не было вопросов, не было девочек, которые бы что-то не поняли. Короче, я очень счастлива, я думаю, что, ну, вы 100% идеальные ученики, потому что все понимаете. Так, всегда интересно, что ты даешь. Спасибо, Оля, спасибо. Сашенька, петли оставляем открытыми, внизу пройм для соединения рукава потом или для спущенного плеча. Просто состыковать потом рукав с тельцем и все. Да, второй вариант. Петли на рукаве, если мы вяжем снизу вверх, мы просто закрываем и потом будем сшивать. Вот как раз одна петля у нас идет, которая была последним рядом закрытия, а дальше у нас петли будут смотреть вот так. То есть это наш ряд закрытия, вот это, а это наши петли. И мы как раз между рядом закрытия, между петлями будем подхватывать иглой и сшивать. Саша, ты очень хорошо все объясняешь. Спасибо большое, Эльвира, спасибо. Мне приятно. 3 минутки осталось, и мне кажется, что я что-то забыла рассказать все равно. Ну, по шпаргалке своей я все рассказала. Вот я реально показываю свою шпаргалку. Видите, у меня тут написано эфир, такое-то число, расчеты рукавов.
И вот вся моя шпаргалка. Дальше вам могу показать вот эфир 9, расчеты горловины, как вязать, как посчитать V-образную горловину. Вот все мои расчеты тоже. Так что, ну, тут у меня толстая тетрадка со шпаргалками, и я так всегда по ним работаю и смотрю, вроде я все рассказала. Но бывает, что после эфира сажусь и понимаю, что я что-то забыла. Сашенька, это вы из нас уже знатоков вязания сделала. Спасибо. Спасибо. Еще знаете, что приятно? Еще поделюсь с вами. Приятно то, что те девочки, которые участвовали в первом, во втором интенсиве, которые уже понимают, как делать расчеты выреза, рукава, они уже эфир еще не прошел, например, вот по рукаву, но они уже мне скидывают расчеты своего рукава, потому что они уже знают, как это делать, и я понимаю, что они знания из предыдущего интенсива перенесли в этот интенсив и смогли интерпретировать в новом своем изделии все то, что они узнали из прошлого интенсива. И мне так приятно, что, ну, знаете, я переживала, что вот вы свяжете одно изделие в интенсиве, а следующее самостоятельно вы снова не сможете связать, потому что там будет уже что-то другое. И оказалось, нет. Оказалось, вот как я планировала, так и получилось, что я рассказала, а вы потом смогли эти знания все в другом изделии применить. Вот это классно, мне очень радостно, что так получается. Я вижу, что девочки, которые уже опытные со мной в интенсивах вязали, они уже прям с закрытыми глазами это все делают, и все правильно. Сашенька, работы все без ошибок, а, так как ты все идеально, великолепно объясняешь, только поэтому спасибо, Наталья. Большое спасибо, спокойной ночи и добрых снов. Оля, спасибо вам тоже спокойной. Екатерина, спасибо за сердечки. Саша, у меня уже семья подгоняет, не забудь, у тебя Саша уже в эфире. Классно. Привет вашим всем там родным. Так, это только лентяи не смогут. Нет, нет, Елена, честно скажу, есть, ну вот я не знаю, как бы не обидеть, но есть девочки, которым объяснишь один раз, это не в интенсивах, кстати, было. Это не в интенсивах было. В интенсиве, слово такое сложное для меня, в интенсиве все-таки, видимо, из-за того, что ответственность какая-то есть, обучение проходит гораздо продуктивнее. То есть вы включаете голову, вот как я говорю, вы реально работаете. Но вот были у меня случаи, были девочки, которые мне просто в директ задавали какие-то вопросы, я им объясняла, причем, ну так, много писала, они делали, мне высылали, все получалось, а потом буквально там через месяц-два они мне пишут и то же самое спрашивают, но уже вот я вяжу другой свитер, объясните мне теперь здесь. Ну и как бы я так немножко расстраиваюсь, потому что я уже один раз объяснила, и нужно просто петли поменять, сантиметры поменять, да, но принцип остается тот же. Вот, так что не всегда. Хотя, может, это тоже лентяй, потому что проще спросить, чтобы сделал кто-то, чем подумать самой. Ну, не знаю. А вот в интенсиве мне нравится то, что реально все думают, и у всех все получается. Наверное, потому что ответственность работает, сроки, ну и так далее. Не хочется, знаю, что многие не хотят отставать от других. У меня была девочка, которая мне писала, я не участвую в интенсиве, потому что я не хочу быть в отстающих, ну, пока времени нет. Я, наверное, тоже бы переживала, если б я ничего не успевала, если б я так где-то участвовала. Все, давайте прощаться. Час мы общаемся. Спокойной ночи. Сашулька, спокойной ночи, ноготочки супер, цвет красивый выбрала. Спасибо, Неля. У меня муж всегда спрашивает, ну что, с девочками уроки делаешь? Я сейчас очень волнуюсь. А, Спрашивает, ну что, ты успеешь сегодня ДЗ доделать? Классно! Наталья, так приятно, что мужья тоже принимают какую-то активность. Спрашивают, интересуются, волнуются. Так, Саша, а есть шанс, что ты сделаешь теоретическое занятие по расчетам шапок и снудов с узором и так далее? М, м.
Не знаю, София, не знаю, потому что я на YouTube как-то заглянула чисто для интереса, какие темы там разобраны, какие нет. Вот по теме шапок там столько много мастер-классов. Я, правда, их не смотрела, я не знаю, какого они качества, но их там море. И вот столько всякого разного рассказывают по шапкам. Это просто самое такое популярное вязание. В основном все шапки вяжут. Что я думаю, ну еще я буду то же самое рассказывать. Мне кажется, что это будет лишним. Не знаю, я пока не готова рассказывать про шапки, потому что там все так просто. Я люблю, знаете, люблю крупные вещи вязать, и люблю разбирать каждую деталь у этой крупной вещи. А про шапки столько всего уже сказано. Может быть, когда я соберу какой-то материал, чисто в голове разложу по полочкам, что я готова рассказать разные какие-то способы, может быть, закрытия макушки, потому что они, конечно же, есть. Тогда, если у меня в голове что-то сложится, может, и что-то запланирую. Но пока я не знаю, у меня пока не сложился образ теоретической базы для шапок. Ой, и помогает клеточки зачеркивать муж. Круто. Ой, от тебя приятнее слышать. Спасибо. Ну, в смысле, я так поняла, что учиться, да, какие-то теоретические знания приятнее слышать. У тебя самые лучшие эфиры и лучший канал на "Ютубе". Девочки, вы меня сейчас в краску вгоните. Спасибо. Спасибо большое. Я знаю, что многие ругаются, что куча болтовни, но в то же время многим нравится, поэтому я не буду останавливаться. Вот как болтаю, так и буду болтать. Единственное, что я работаю над тем, чтобы объяснять, меньше слов использовать и лучше, чтобы было понятно, более ёмко. В шапке все просто, неинтересно даже, Саша права. Э, я знаю, что кому-то, наверное, сложно в шапке, потому что разные уровни, опыта, разные уровни знаний есть. Ну вот, честно скажу, пока у меня не сложилась какая-то теоретическая структура урока, о чем можно рассказывать в шапках, не знаю. И видео целая куча про шапки. Зато по-домашнему тепло и уютно. Спасибо, мы очень любим твою болтовню. Я вижу, что вы любите. Раз есть зрители, значит любите. Саша, расскажи, пожалуйста, как ты соединяешь нитки моточков, которые заканчиваются. София, я это показывала, когда мы вязали свитер регланом сверху вниз. Я показывала, как я соединяю ниточки. Там нужно где-то поискать на моем YouTube-канале этот плейлист про вязание свитера регланом, и там где-то уже ближе к концу, где я вяжу спинку и вперед по кругу, там я соединяла ниточки, я показывала, как я это делаю. Вот прям так чисто на этом сделала акцент и конкретно показала. Мне вот нужно шапки изучить, только крючком по ним умею. Может быть, не знаю, может быть, весной мне там что-то взбредет такое, я расскажу. Так, болталки тоже нужны, а то будет казаться, что все равно. Из каждой болтовни я выношу что-то новое для себя. Спасибо, Наталья. Ты наша звезда. Ой, класс. Последнее видео Реглана про ниточки. Ой, спасибо, Яна. Соня, там выпуск 14, что ли, минута 40-50 где-то. Ой, спасибо, что вы пишете, помогаете, девочки. Про соединение последнее видео, кончики, как соединять. Все, София, я со спокойной совестью, что девочки помогли, значит, вы точно найдете. Прощаюсь. Минута 06. Все, пока. Завтра мы будем вязать рукав. Давайте тогда завтра я покажу вот этот горизонтальный шов. И начнем набирать петли на рукав, начнем вязать рукав, и все. А когда будем сшивать, там уже будет, ну, легко, просто сошьем вот от рукава и вниз сюда. Все, пока. До завтра. Скидывайте свои домашки. Домашки, какая домашка? Просто вот расчеты рукава. Либо вот такой листочек, либо еще дополнительно вот такой листочек. Скидывайте расчеты рукава. Сейчас я все скину там Вайбер, в Инстаграм, и под каждым видео, кстати, кто не знает, под каждым видео есть ссылки на вот эти все картинки.
Давай в перерыве между интенсивы про шапки эфир. Ой, я замучаюсь. Я между интенсивами тоже немножко отдыхаю от интенсивов, от эфиров, потому что мне кажется, если я буду вот так вот бесконечно этим заниматься, то может мне надоесть. Пока мне очень нравится, но я переживаю. Оксана согласна, тоже хочу про шапки хотя бы в перерывах. Я подумаю, девочки, про шапки. Хорошо, вы меня вдохновили. Подумаю. Все, пока, пока, пока. Шапки плюс-плюс, плюсую, девочки. Все, пока.